Да, дела. 4К телевизор с поддержкой HDR, 50 дюймов за 15 тысяч рублей. Звучит как сказка. Ну что, проверим, сказка это или нет. А меня зовут Богдан. Так, ну, собственно, какая у нас проблема? Проблема купить хороший 4К телевизор по низкой цене. Возможно ли это? Да. Возможно ли это без танцев с бубном? Как по мне, нет. Я не знаю, я искал, я не нашел. А я очень плотно искал. Какой у меня был запрос при покупке телевизора? 4К, раз. 50 дюймов, 2. Удовлетворимая задержка отклика матрицы, 3. Зачем это нужно? Чтобы не было дискомфорта, например, при игре. Когда мы играем, мы не хотим, чтобы вот мы нажали на кнопку и действие на экране сработало там через секунду, например, да? Мы хотим, чтобы оно сработало моментально. Поэтому здесь важен показатель отклика матрицы. И нелагающий интерфейс. Вот, 4 важных вещи для меня было. И искал я в ценовой категории 15-25 тысяч рублей. Вот, были варианты от Xiaomi в этой ценовой категории, от Яндекса, от Сбера. Ну, собственно, что у нас сейчас на русском рынке-то еще есть? Ну вот, саб-бренд Яндекса есть, Tuvio. У Tuvio есть много телевизоров, они неплохие, они в большинстве своем на голом андроиде, но они все равно дороже, чем хотелось бы. И что мне попадается на глаза? Есть у нас такая фирма в России, Сбер называется. У них тоже, оказывается, есть телевизоры. Давайте сразу обезопашу себя. Сбер – говно. Мне Сбербанк не нравится, это вообще хрень полная. Обезопасили. Так, я стал смотреть, какие у них есть телевизоры. И это тоже отдельный ужас. Такая проблема не только у Сбера, такая проблема еще и у Яндекса, и у тех же Tuvio, и вообще у всех, и у Xiaomi. Просто безумно размытый модельный ряд. Наверное, штук 10 телевизоров с одинаковыми характеристиками, но с разными ценами. Поголовно у каждого производителя такая фигня. Это ужас. Это просто ужас, как с этим разбираться, непонятно. Куда вы смотрите, как мне, как потребителю, зайти и купить хороший телевизор? Непонятно. К чем они отличаются? Почему этот стоит 25, этот стоит там 20, а характеристики одинаковые? Я не знаю. Частично это все объясняется тем, что ситуация на русском рынке сейчас такова, что все закупают OEM-ки. Что такое OEM-модель? Это когда какой-нибудь бренд, например, Сбер, приходит в Китай и говорит: мы хотим вот телевизор с такими характеристиками. Есть у вас такой? Есть. И Сбер такой говорит: класс, нам нравится. И Сбер приходит, наклеивает свой логотип, устанавливает туда свой софт, пожалуйста. Вот вам в дом телевизор за адекватную денежку. И на самом деле-то в этом ничего плохого нет. Да, это Сбер представляет это как свою разработку, но на самом деле в этом нет ничего плохого. Если бы разработки были российские, то телевизоры бы стоили, наверное, раза в 2 больше. Среди всех этих телевизоров Сбера я все-таки остановился на одном варианте. И это вариант вот этот. Я не знаю, как его называть, потому что... Ну, вот вам название модели. Но предупреждаю, помимо вот этой модели, там есть куча других одинаковых телевизоров. Не знаю, может быть они такие же, может быть нет. Но вот я буду отвечать именно вот за эту модель. По характеристикам он был неплох. Хардверным характеристикам. Тут есть и 4К, хороший, ладно, не будем говорить хороший, неплохой отклик матрицы. Есть поддержка HDR. Да, вы как бы здесь это не увидите, здесь HDR, потому что, само собой, здесь не OLED экран. Но поддержка HDR есть. То есть, если у вас есть HDR-контент, то он здесь будет воспроизводиться. Это не проблема. Вот, дизайн для телевизора стандартный. Я по отзывам посмотрел, никаких засветов особо нету, вот, и решил рискнуть купить. Точнее как, я увидел, что его цена на маркетплейсе 20 тысяч рублей. А в Яндекс.Маркете есть такая штука, рулетка. Вот, и как раз вот буквально, сколько там, неделю назад, что ли, я увидел, что там в рулетке появился раздел техно. Я крутанул этот раздел техно, и мне там выпала скидка 25% на телевизор Сбера. Класс! Оба! И он уже 15 тысяч стоит. За такие деньги в целом даже я не расстроюсь, если там я его разобью, да? А если он еще и параллельно хорошим окажется, так это вообще класс. И сразу спойлер. Из коробки хорошего телевизора у вас не будет. Если вы покупаете телевизор от Сбера, из коробки у вас идет полное дерьмо. Их софт настолько нагруженный, лагающий и тупой, и неудобный при этом еще. Он немножко симпатичный,
но безумно неудобный, что вы просто, скорее всего, расстроитесь покупки. Поэтому сегодня наша задача сделать из этого телевизора, еще один спойлер, так вы сможете сделать абсолютно с любым телевизором, вот, из этого телевизора сделать конфетку. И за 15 тысяч у нас будет не просто на бумаге хороший телевизор, а буквально хороший телевизор за эти деньги. То есть вы так можете сделать с любым телевизором, не только сберовским. Я вам скажу честно, я не смог найти телевизор за 15 тысяч рублей с этими характеристиками на голом андроиде. На голом андроиде нам бы не пришлось бороться со всей вот этой вот вакханалией, созданной программистами Сбера. Но проблема в том, что на русском рынке нету дешевых телевизоров на голом андроиде ТВ. Скорее всего, у Сбера такие дешевые телевизоры, потому что их никто не покупает. Чтобы как-то бороться с Яндексом и как-то устраивать конкуренцию на рынке, железки от Сбера стоят копейки. Ну что, давайте посмотрим, что вас будет ждать, если вы захотите купить телевизор от Сбера. Вы получите вот это. Вроде бы в статике выглядит неплохо, да? Тут у нас показываются подборки каких-то сериалов, видосов. Вроде бы прикольно, красиво, да? Где же наши приложения? Может быть, в боковой менюшке, которая вылезает с опозданием? Да ну нет. А они снизу, вот тут вот сверху отображаются. И причем каждое из этих приложений, оно не просто кнопка. У приложения сразу есть, как будто бы сразу открывается. То есть здесь уже сразу мы можем что-то открыть. О, реклама. А где же наше приложение, чтобы вот, которое мы устанавливаем? А они вот тут вот, в маленькой-маленькой иконочке в самом углу экрана. И здесь у нас вот список приложений. Установленные, рекомендуемые. И вот они, мои приложения. Здесь приложения, которые вы будете устанавливать сами. И вроде бы все более-менее пока еще логично. Но начнем с того, что вот эти 5 приложений, их нельзя открепить. Это приложение нельзя открепить. Оно закреплено по умолчанию. То есть, если вы скачиваете какие-то свои приложения и хотите их здесь закрепить, у вас есть только 3 слота. Вы можете их закрепить только вот тут. Но, слава богу, все эти приложения можно удалить, и у нас как бы места уже значительно больше. Вот какой забавный факт. Если вы хотите удалить, то удалить можно. Если вы хотите, чтобы у вас это приложение было, допустим, вы что-то смотрите на Иви, то открепить их нельзя. Почему? И, собственно, это первый шаг, как стремиться к хорошему телевизору. Удаляйте все ненужное. Дальше. Как нам устанавливать свои приложения? Делается это через телефон, через сайт Сбера. Вы на этом сайте загружаете АПК-шку, и она автоматически потом появляется в вашем списке моих приложений. Удобно. Но это может произойти как через минуту, так и через 10 минут. Этот процесс не очевидный. У вас нету какой-то кнопки «Установить». Это все происходит абстрактно, как-то за кулисами. Ну, кстати говоря, чтобы установить приложение не стороннее, а уже есть в их маркетплейсе, то в целом это несложно. Смотрим скорость загрузки. Очень долго. А если мы еще и нажмем «Установить», и в этот момент ваш телевизор превращается буквально в тыкву. Это я настройки открыл. Вот через столько они открываются. Я нажал на пункт. Вот через столько это происходит. Телевизор становится просто тыквой. Я вышел из настроек, если что. Просто какой-то ужас. Это очень плохо. Поэтому всем этим мы пользоваться просто не будем. Поэтому, а как удалить? А нельзя. Ну, собственно, это не столь важно. Мы всем этим пользоваться не будем. Мы не хотим смотреть рекламу при каждом запуске телевизора. Мы хотим получить отзывчивый интерфейс. Мы хотим получить гибкость. Зачем нам вот реклама ВК-видео на главном экране? Причем, если вы нажмете кнопку «Домой», вас перекинет именно туда, на рекламу ВК. Причем вот здесь рекламу тоже никак не отключить. Даже если вы, кстати, купите подписку. Поэтому первым делом, что мы делаем? Есть куча сложных способов. Мы воспользуемся встроенным простым. Мы устанавливаем приложение, которое называется Projectivity Launcher. Это более понятная, более легковесная, более гибкая оболочка для вашего телевизора. Здесь вы можете отключить все ненужные приложения, и при этом у вас остается полная настройка вообще всего, что вам хочется. То есть все вот эти полоски вы настраиваете сами, как вам угодно. Как настроить вот эти вот списки, где отображаются лучшие фильмы, избранные. Мы переходим вот сюда в настройки лаунчера, и вот здесь есть кнопка «Изменить канал». Это каналы не ТВ-канал. Это как раз-таки так называются вот эти вот приложения, которые могут что-то выводить в кастомном лаунчере. И вот здесь у меня отмечен Tor-сервер, который отображает торренты, Spotify, который отображает музыку. И нам. Здесь можно выбирать все, что угодно. Можете историю свою, можете сериалы новые, можете новые фильмы. Все это будет отображаться
сразу на вашем рабочем столе, назовем это так, и вам не надо даже куда-то заходить. В целом, как вы видите, сюда можно поместить и какие-то официальные приложения. Тот же Кинопоиск. У меня остальные просто не установлены, прошу прощения. Лаунчер Сбера, ну, просто не нужен. Но он бесполезен. Вы все это сюда выведите, все, что вам нужно. Вас никто не будет принуждать этим пользоваться. Поэтому вот, пользуйтесь, это очень удобно. После установки этого лаунчера мы делаем следующее. У нас здесь сверху есть настройки. Мы открываем эти настройки, нажимаем «Настройки Projectivity Launcher». Идем в основные и нажимаем вот эту кнопку «Переопределить текущий лаунчер». После нажатия на эту кнопку, если вы будете нажимать на кнопку «Домой» на пульте, вы будете возвращаться вот в этот лаунчер, а не в сберовский. Все, с этого момента вы сберовский лаунчер не увидите никогда. Тоже вот не дорассказал, что для многих манипуляций с телевизором вам нужен доступ к одному меню. Как попасть в это меню? Потому что не во всех приложениях просто этот процесс очевиден. В некоторых приложениях у вас вылезает окошко, где вы нажмете ОК, и вас перекидывает сразу нужное меню. Некоторые приложения так не делают. Туда мы можем попасть из самых стандартных настроек. Что нам нужно для этого сделать? Заходим в настройки, идем в самый низ, открываем системные настройки, идем в самый низ, настройки устройства, идем в самый низ, приложения, идем в самый низ, специальный доступ. И вот здесь вот хранятся приложения, которые требуют какой-то специальный доступ. Тот же FX Explorer, который требует доступа к файлам, требует как раз вот доступа. Ему нужно открыть доступ здесь. Для этого мы идем в доступ ко всем файлам, и вот здесь вот ставим галочку, где нам нужно. Да? Дальше отображаем изменения. И, скорее всего, у вас приложение потребует изменения системных настроек. Для этого мы тоже заходим сюда и ищем, какой файл от нас требует, ну, вот тот же FX. Оп, требует изменения системных настроек. Ставим галочку, и, скорее всего, у вас все заработает. И, если честно, уже начиная с этого момента телевизор уже становится хорошим. Одного вот этого момента достаточно, чтобы телевизор уже стал лучше. Итак, промежуточный итог получается. Что мы сделали? Мы удалили все ненужные приложения мусорные и установили новый лаунчер. Сбер думает, что выбор входов HDMI — это неважная штука, потому что в их лаунчере это нельзя нигде сделать. Для этого вам нужно зайти в настройки, вот здесь нажать «Входы», и потом вот здесь выбирать. Как по мне, не очень удобно. В этом лаунчере у вас вот сверху все кнопки расположены. Все, выбирайте, какой вам нужен. Итак, мы скачали Projectivity Launcher. Следующее приложение, которое мы должны будем установить, это NAM. Что же такое NAM? Это кинотеатр абсолютно всех фильмов, всех мультфильмов, всех сериалов, вообще всего, что можно посмотреть. Здесь есть и русская, и китайская, и английская, и французская, и все, что вам угодно. А все потому, что этот кинотеатр запускает фильмы с торрентов. Да, это кинотеатр для просмотра торрентов. Как это все работает? Вот у нас, допустим, есть подборка «Новые фильмы». Ну вот какой-нибудь «Омен непорочный» нам рекомендуют посмотреть. Мы нажимаем, у нас открывается краткая информация. Мы автоматически можем посмотреть и трейлер, и добавить в избранное. Но для того, чтобы начать смотреть, нам нужно нажать на кнопку «Торренты». Мы нажимаем на «Торренты». У нас выдается список всех доступных нам торрентов. Все знают торренты как средство для скачивания. Но мало кто знает, что по торрентам можно сразу смотреть. И вот это приложение вам это позволяет. Вот, допустим, у нас есть этот фильм в 4К HDR Dolby Vision. Ну, давайте посмотрим. Мы нажимаем. После нажатия приложение начинает проверять, есть ли у нас доступны пиры для того, чтобы раздавать нам этот фильм. Есть большая вероятность, что пиры могут не найтись. Собственно, как здесь. Вот, например, сейчас доступных пиров нету. Но, опять же, плюс в том, что если та раздача не сработала, сработает другая. Вот и все. Одно нажатие, и у нас уже запускается фильм. Вот, собственно, и все. Вот мы и смотрим фильм. Ну, а как же это сделать, чтобы это работало так бесшовно? Помимо приложения нам нужно приложение Tor-Serve. И на самом деле здесь ничего сложного нету. Для установки этого приложения все, что нам нужно сделать, это в настройки приложения. И дальше здесь нажать «Как смотреть торренты онлайн». И вот здесь нужно будет нажать кнопку «Установить». Все. Дальше, что нам еще нужно для того, чтобы комфортно смотреть так фильмы и сериалы? Нам нужно приложение MX Player Pro, ну или MX Player. На просторах интернета вы это спокойно найдете. Этот плеер поддерживает все видео и аудиокодеки. С воспроизведением любых фильмов через нам проблем не возникнет. Все. Одно вот это приложение перекрывает все вот эти Иви, Ока, Винки, старты и так далее. Здесь есть абсолютно все. Что нам требуется дальше? Ну, лично мне важна музыка, поэтому у меня стоит Spotify. Если честно,
в России с использованием Spotify на телевизоре нет никаких проблем. Вы просто ставите приложение Spotify, и те, кто знает, к телефону заходите и просто начинаете воспроизводить музыку на телевизоре. Работает все так же удобно, как с любым Android TV, то есть даже если вы телевизор выключите, у вас все равно будет светиться Spotify на телевизоре. Ну и что же еще нужно на телевизоре? Естественно, YouTube. Да, с этим возникнет чуть больше проблем. У YouTube, как нам всем известно, сервера в России замедлились. Ну, первым делом, что нам нужно сделать, это поставить приложение SmartTube. Оно бесплатное, оно есть на GitHub. После того, как скачали и установили SmartTube, оставляйте его в покое. Все, пусть лежит. Мы идем к самому интересному. V2Ray NG. Кто знает, тот знает. Это у нас программа для переезда. Если вы не можете переехать в другую страну, эта программа вам поможет переехать. Запомните, чтобы переехать в какую-то страну, вы должны сначала купить подписку на ту или иную страну, где вам угодно в интернете. Вам нужно добавить сюда страны. И только потом в них можно будет переехать. Ну вот, например, я хочу переехать в Германию. Все, службы успешно запущены. Все, я вот сейчас в Германии на данный момент. Мы же не хотим, чтобы все приложения думали, что мы в Германии. Нам нужно, чтобы только конкретные приложения думали, что мы в Германии. И вот в этом приложении есть прекрасная функция «Выбор приложений». Какие приложения мы хотим, чтобы думали, что мы находимся в Германии? Я бы рекомендовал сделать, чтобы нам, вот о котором я рассказывал до этого, потому что иногда могут не отображаться обложки, пока вы находитесь в России. Ну, естественно, SmartTube Beta. Тут мы тоже устанавливаем галочку. Spotify я тоже советую установить в Германию. На самом деле на работоспособность это влиять не будет, но, например, вот в плеере не отображаются иконки альбомов. В целом не критично, если вам это не критично, то не устанавливайте. Я вот установил. 3 приложения, пусть думают, что мы в Германии, остальные пусть думают, что мы в России. Дальше мы идем в настройки данного приложения по помощи с переездом и устанавливаем автоподключение при запуске. Потому что так удобнее. Очередное небольшое дополнение. Я понял, что у многих может возникнуть проблема с тем, как перенести туда ссылку для переезда, да? Конечно, самый очевидный способ вводить ручной вводом на вот этой вот клавиатуре телевизора, что абсолютно неудобно. И хотелось бы сделать какой-нибудь импорт из файла или из буфера обмена. Поэтому я предлагаю 3 способа, как перенести ваши страны для переезда на телевизор. Первый способ – это просто через текстовый файл передать на телевизор ссылку. Для этого нам нужно приложение FX Explorer. Я что делал? Я просто передавал текстовый файл сюда и отсюда просто копировал ссылку. И эту ссылку вставлял в приложение для переезда. Таким же способом вы можете сюда поместить просто сам файл, если у вас конкретный файл. Просто я пользуюсь переездом, у которого ссылка. Без каких-либо дополнительных манипуляций. Это открыть вкладку Web Access и просто включить. Все. Вы, допустим, заходите с того же телефона и потом просто заходите в любой браузер, вводите вот этот вот адрес, у вас откроется страничка, где нужно будет ввести пароль, вы вводите вот этот пароль и просто переносите файл в файловую систему телевизора. Это вот получается 2 способа. Для файла и для текста. Еще один способ — это использовать виртуальную клавиатуру, но для этого тоже нужно приложение. То есть вы скачиваете сюда приложение, вот это вот приложение, скачиваете это приложение на телефон, и все, у вас получается виртуальная клавиатура. То есть вы на телефоне просто скопировали и потом здесь же вставили на телевизоре. Тоже простой способ, но я просто воспользовался другим. Вот, ну и собственно все. Вот мы, по сути, сейчас мы сделали онлайн-кинотеатр с возможностью смотреть любые фильмы, сериалы, любые видосы и медиаплеер, где мы можем послушать любую музыку. Что нам еще нужно? Ну, поиграть нам нужно. Здесь никаких проблем нет, просто подключайте по HDMI и все, если честно. Тут у меня особых рекомендаций никаких нету. У нас в центре управления в телевизоре есть настройки изображения, и в расширенных настройках мы можем включить режим ПК. Он типа должен уменьшать задержку, но я скажу честно, изменений 0. Задержка не изменяется абсолютно. Наверное, единственная рекомендация, чтобы у вас не было высокой задержки при игре, это передавать сигнал на телевизор ровно в 4К, в полном цветовом пространстве. Когда мы передаем на телевизор изображение в 4К, телевизор ничего не преобразует. То есть сигнал как передается, так и по... Так, у меня были перебои с электричеством, работаем дальше. Почему именно в 4К? Потому что в таком случае не надо ничего телевизору преобразовывать. То есть ему как сигнал в 4К поступает, так он его и показывает. Если вы хотите запустить, допустим, ну вот у меня здесь у меня подключен Nintendo Switch. И, если честно, с ним задержка огромная. А что, давайте я покажу. Все почему? Потому что изображение на нем Full HD. Поставить 4К нет возможности. И вот смотрите, вот у меня запущена игра Hades. И вот смотрите, как долго происходит действие на экране.
Возможно, это вам не особо было видно, но задержка огромная, и она чувствуется. Если я подключаю к телевизору ПК, то задержка не ощущается от слова совсем. Чувствуется, что не игровой монитор, да, но неплохо, очень неплохо. Вот, то есть самое главное правило — передавайте картинку в 4К, чтобы телевизор не тратил свои ресурсы не очень сильного процессора, чтобы Full HD растянуть на 4К телевизор. Не особо хорошо телевизор с этим справляется. Ну, собственно, на этом получается все. Мы поставили легковесный кастомизируемый лаунчер, где отклик отличный, все очень быстро, все работает прекрасно, без каких-либо задержек. Все супер быстро. У нас есть кинотеатр, в котором мы можем смотреть все, что угодно. У нас есть YouTube, в котором мы можем смотреть все, что угодно. У нас есть Spotify, где мы можем слушать все, что угодно. Паре кликов, переключение входов, чтобы оперативно переключаться, например, на тот же компьютер или приставку. У нас здесь же время, у нас здесь же красивый фон. Небольшое дополнение. Я вам показал, что в интерфейсе неудобно показывать приложения, и забыл рассказать, как их устанавливать удобнее. Есть такое приложение, каталог приложений. Сбер почему-то его скрыли в новых прошивках, но оно есть. И вот я его вот в этом лаунчере, который мы поставили, я его сюда вывел. В этом приложении есть вкладка «Мои приложения». Если мы зайдем сюда, здесь в списке загруженные есть все ваши приложения, которые вы добавили как раз-таки вот на сайте. Они появляются здесь почти моментально. Просто они вот с такой иконкой, что их нужно скачать. Вот, они здесь появляются без задержки. Без какой-либо задержки. Если вы хотите прямо сейчас быстро что-то установить, а не ждать, пока Сбер сам соизволит установить какое-то кастомное приложение, вам лучше зайти вот в каталог приложений и здесь нажать на любое приложение, и оно начнет устанавливаться моментально. Дальше уже все зависит от ваших потребностей. В этом лаунчере вы можете сделать все, как вам угодно. Пунктики можно передвигать между собой, их можно отключать. Вот у меня от сервиса «Нам» здесь там избранные лучшие фильмы, новые сериалы, история просмотра. Здесь у меня прочие приложения, которые мне, возможно, когда-то понадобятся, но пусть они будут вот здесь где-то внизу. Чтобы вы понимали, здесь даже родительский контроль есть. То есть, если у вас дети пользуются телевизором, вы здесь можете установить родительский контроль, заблокировать какие-то приложения, разблокировать, ограничить время и так далее. И вот, кстати говоря, функционал родительского контроля в сберовском лаунчере очень ограничен. Теперь пара рекомендаций, что еще можно сделать. Мне очень полезным показалась программа Air Receiver. Она делает так, чтобы вы со своего Android телефона, там, iPhone, откуда угодно, могли транслировать изображение на телевизор. Это очень полезно в некоторых случаях. Немножечко обсудим минусы. То, что здесь матрица не IPS. Ну, собственно, что мы ждали за 15 тысяч рублей, да? Какие с этим связаны проблемы? Если у нас светлый объект двигается на темном фоне, то остается безумный шлейф за объектом. Смотреть динамические сцены, еще и которые будут в темноте, чуть-чуть проблематично. Будем честны, если у вас был какой-нибудь 32-дюймовый до этого старенький телевизор, вы этого даже не заметите. Вот, то есть это должен быть маленький объект на большом черном фоне. Еще хотел добавить, но забыл записать, про цветокоррекцию. Многим вот не нравится цветокоррекция на телевизоре. Вот лично меня все устраивает. Проблема в том, что Сбер в настройках изображения дает очень сжатые настройки, которыми особо не покрутишь. То есть по классике есть стандартные какие-то уже предзаданные настройки цвета, уже задана там цветовая температура, вот, но многим этого недостаточно. Поэтому есть вот такое приложение, называется Factory Menu. Оно специально для этого телевизора. Мы на него нажимаем, и у нас здесь вылезает прям супер уродливое меню разработчика. Здесь можно делать все, что угодно, настраивать цвета, звук, интернет, все, что вам угодно, настраивается здесь более гибко. Но сразу предупрежу, что там есть настройки, которые лучше не трогать. Если вы их тронете, то я ответственности за это не несу. Честно, то вот стандартные Picture Setting и Sound Setting можно трогать без проблем. Там ничего критичного нету. Главное, не забудьте, какие у вас стандартные значения. Потому что, если не ошибаюсь, там нет кнопки «Вернуть к стандартным значениям». Поэтому то, что накрутите, запомните, куда, если что, это вернуть потом. Ну что, подытожим. Если говорить кратко, то если у телевизора вот это железо, вот, пожалуйста, вот здесь вот списочек должен быть, я надеюсь, я не забуду вставить, я же не дурак, то из него можно будет сделать хороший телевизор, несмотря на то, что на нем стоит. Главное, чтобы у него была возможность установки сторонних приложений и вот более-менее неплохое железо. И вот, если честно, за 15 тысяч то, что я вам сейчас показал, это очень даже неплохо. Ну, само собой, это никак не связано со Сбером конкретно. То есть, по факту, мы просто превратили телевизор от Сбера в другой по софту телевизор.
Вот, кто-то его вообще перепрошивает на прошивке от Яндекса зачем-то. То есть, да, то есть вы можете вообще даже полностью перепрошить, если вам нужно. Можете туда голый Android накатить, можете яндексовскую прошивку поставить, можете оставить сберовскую. Делайте, что хотите. Но опять же, пока это самое дешевое с такими характеристиками, что я смог найти на рынке. Напоминаю, что к Сберу это никак не относится. Хотя, может, и относится. Я вот так мыслю, что это не относится. Как раз таки они демпингуют цены так, что вот вы за такие деньги это можете приобрести. Просто вот, если вы возьмете телевизор с подобными же характеристиками за такие же деньги, вы и сделаете то, что я сегодня рассказал, вы в целом будете рады. Возможно, там с завода будет другая цветокоррекция. Возможно, там с завода будет какой-то еще другой софт, с которым будет посложнее. Я вот сегодня рассказал конкретно на примере Сберовского. То есть у Сбера в целом со всеми устройствами одна и та же проблема. Вы берете хорошую основу, но говняете ее своим софтом и своими вот этими сервисами. Зачем? Не надо. У вас слишком все громоздко. Я бы вот интерфейс Сбера, бабушке своей не доверил бы. Она потом не разобралась. Ну, типа, она вот включает, представьте, вот бабушка или дедушка включит телевизор, и первое, что они видят, это видео какого-то Глента, ВК-видео вот с таким вот с такой вот обложкой. Зачем это им надо? Дайте им, вот, чтобы можно было им все это почистить. Но у вас же есть хороший пример. Вот такие дела.